если вы смотрите это видео, это значит, что мы опять куда-то едем. Но сегодня мы едем в Анапу, потому что впереди летний сезон. В наши края, в Краснодарский край, будет ехать очень много людей, туристов, в принципе, как и всегда. И мы хотим вам показать все самые классные, красивые локации в Анапе, которые знаем мы, которые нашли мы. Правда, погодка что-то не шепчет. У нас, конечно, в Абрау идет дождь. Вот, но по прогнозу вроде как через пару часиков должно распогодиться, что в Анапе, что у нас. Мы очень надеемся на улучшение погоды и будем для вас снимать все те локации, которые стоит посетить в Анапе. Итак, наша первая остановка по пути в Анапу — это Суко. Мы приехали на Кипарисовое озеро, пока что мы к нему идем. С нашего города мы ехали до сюда чуть больше часа, примерно так, но это мы еще в пробке стояли. Вот, получается, здесь вы оставляете машину либо на платной парковке, соответственно, что мы не сделали, мы просто вдоль дороги припарковались бесплатно, но в сезон здесь такого не получится. Также вы можете почти прям к озеру подъехать на машине, это уже тут такая зона за шлагбаумом, но это стоит 600 рублей, да, с машины? Да, в принципе, можно пройтись и пешком, здесь всего метров 700, да, идти, минут 15, в общем, это займет. Также здесь на территории есть небольшие фудкортики, которые работают во время сезона, туалеты, то есть все здесь это имеется. Вот, можете тоже почитать. Ярмарка какая-то есть. Вот сами кипарисы. Мы идем к кипарисам. Вот, уже мы подошли к озеру. Оно достаточно, кстати, большое. Сами кипарисы находятся в конце озера. Мы здесь уже были один раз, и мы приезжали как раз в сезон цветения этих кипарисов. Получается, они цветут всего лишь один раз в год. И это длится, ну, может, недельку-две. И они становятся такого прям ярко-красного, не знаю, да, алого цвета. Я поищу в своей галерее и вот сюда куда-нибудь прикреплю фотографию. Это на самом деле очень красиво, потому что из озера вот эти кипарисы, они все красные такие. Ну, классно. Также здесь в сезон можно покататься на катамаранчиках. Но, примечание, когда мы были, да, пару лет назад, мы спрашивали, сколько стоит катание на катамаранах. Там была какая-то заоблачная сумма, типа 1500, да, рублей за час катания по озеру. Ну, что-то вот такое, вот прям очень дорого. Но люди берут, в принципе, это пользуется спросом. Не знаю, мне кажется, уже цена выросла, и это стоит еще дороже. Ну, либо, может, время сократили плавание. Но на катамаранах можно подплыть прямо к самим деревьям. Кстати, еще здесь вы можете приехать в своей компании, посидеть, покушать шашлыки, пожарить, потому что здесь есть вот такие вот беседочки, оборудованные вдоль дороги до самих кипарисов в лесу. Поэтому цену, конечно, мы не знаем, мы не смотрели, но как вариант. Вот цена. Цена 6000 рублей. За день такая беседка. И вот такая еще беседка, тоже 6000. Там была другая беседка чуть похуже, там она 4000 рублей. Ну, либо не хуже, может, меньше по количеству вместимости. Вот, короче, такая цена. Но я думаю, наверное, в эту стоимость еще входит, что можно на машинах сюда заехать. Если еще на машинах дополнительно платить, то это не прикольно. Деревья строго запрещен. Залезать на ветки кипариса и ходить по корням запрещено. Вот мы подошли уже чуть ближе, сами кипарисы. Здесь вот такой вот проход, чуть-чуть по скале нужно идти. Представляете, вот эти зеленые деревья, они становятся просто краснючими, красными, алыми, крутыми. И вот, если вы берете катамаранчик, можно между этими деревьями плавать и сделать очень крутые фотки. Вот. Но нужно будет потратиться на катамаран. А еще здесь, в принципе, очень красиво. Походить вдоль озера, подышать свежим воздухом. Поэтому и проход, конечно же, стоит бесплатно, потому что это как охраняемая территория, заповедник. Вот. Стоит бесплатно? Стоимость входа бесплатна. Чего не сделаешь ради контента в наш единственный выходной. Мы выбрали дату, когда поехать в Анапу, чтобы снять этот выпуск. Пошел дождь, мы проснулись с утра и такие, блин, ну надо-то снимать выпуск. И сейчас идем под дождем. Все уже мокрые, волосам капец полный.
Но лякать, грязь. вариант такой, что вариантов нету, как бы. Следующая наша небольшая такая остановочка, чисто по пути проездом из Суко, получается, в сторону Анапы, это винодельня. Сейчас она немножечко в тумане, мы к ней подойдем немного ближе, и я вам покажу. Она очень стильная, очень красивая. Вот, а еще, так как погода такая пасмурная, посмотрите, какие красивые в тумане горы, дома. Вот так выглядит подъезд к этой самой винодельне. Я не знаю, платный, бесплатный въезд, можно ли вообще въезжать. Называется она «Скалистый берег». Блин, опять она попала в облако и ничего не видно. Но здесь очень красиво. К нам сейчас подошел охранник и сказал, что въезд на территорию бесплатный. Можно проехаться до вот этого здания, где там фирменный магазин с вином находится, походить, погулять вокруг, а дальше нельзя ехать. То есть там, где вот эти виноградники, поля, туда уже проезд запрещен. На самом деле очень красивая территория, и само здание такое тихое, спокойное, вокруг куча виноградников, лаванды. Здесь, как в принципе и на всех винодельнях, вы можете купить экскурсию, вам все покажут, расскажут, как все делается, плюс можно купить дегустацию. Есть тут фирменный магазин вин, которые производятся. Вот. Так что любителям вина, кто любит такие места, обязательно к посещению, потому что супер, мне кажется, даже инстаграмное какое-то место. Но сейчас, видите, попали в облако, потому что она находится на горе, и, соответственно, очень плохо видно. Но я думаю, здесь еще очень красивый вид на горы, когда солнечная, хорошая погода. Пока мы дошли до этой красивой стороны, опять попали в облако, его очень плохо видно, но я надеюсь, вы поняли. Я вам оставлю еще раз название, место, и, может, прикреплю картинки из интернета, как это выглядит в хорошую погоду. Мне здесь понравилось, очень красиво. Из-за сильного тумана наши планы меняются, и мы вам не можем показать целых 2 локации, которые находятся по пути в Анапу. Они находятся в Супсехе, да? Сейчас мы возвращаемся, едем в саму Анапу и будем показывать вам другие места пока что, потому что по прогнозу погоды стоит, что к вечеру все должно распогодиться и быть идеальная солнечная погода. И я надеюсь, что мы сможем вам показать локации, с которых мы сейчас уезжаем, и пойти сюда вечером. Итак, следующая локация, это заведение будет. Мы еще не завтракали и пришли покушать. Оно называется «Касса». Здесь концепция заведения такая, что ты платишь за вход до 4 вечера по будням, а вход стоит 100 рублей с человека. После 4 300 рублей с человека. Также в выходные там тоже повышенная цена, по-моему, 300 рублей. Сегодня будний день, мы пришли в обед, соответственно, вход стоил 100 рублей с нас, с каждого человека. И здесь получается вот такое вот меню и цены а-ля по себестоимости, можно так сказать. Ну, с минимальной накруткой из-за того, что ты типа платишь за вход, и это считается именно ресторан. У них есть вот такая вот веранда. Мы сели прямо около окошка, окошко на веранду. Вот. В принципе, большой зал. Также у них есть бар. Вы можете посмотреть вот так цены, не знаю, я считаю, что это недорого. Вот какой-нибудь там салатик, то же самое, не знаю, цезарь с лососем 297 рублей. Вот мы взяли салат с баклажанами 219 рублей. Ну, прям адекватный ценник. Не знаю, будет вкусно или нет, мы здесь впервые, нам посоветовали это заведение, сейчас нам все принесут, я вам покажу, расскажу и дам оценку, стоит ли в него вообще идти. Но выглядит достаточно симпатично. Такая атмосферка. В общем, нам уже немножечко принесли. Мы заказали вот такой вот салат из баклажанов и с манго. Он стоил 219 рублей. Вот такие гунканы. Один с креветкой, один с лососем по 93 рубля. Финский суп с морепродуктами сливочный. Он стоил там тоже 219 рублей. С лососем, креветками и вот этой чупакаброй. Ты живых таких в Корее. Вот, Дань заказал себе чай, я себе коктейльчик пина-колада. Кстати, коктейль алкогольный 290 рублей. По-моему, очень дешевые цены. Так, тут принесли мое горячее, и я его уже забыла снять и начала есть. В общем, я заказала себе дораду с птитивом, с
маслинами и в томатном соусе. Вот такие 2 рыбки лежало, прям очень хорошая большая порция. Она стоила 470 рублей. Я считаю, что цена вообще просто бомбовская. По вкусу очень вкусно. Вот именно вот это мне, наверное, больше всего понравилось. Но мы еще гунканы не пробовали. Все, мы покушали, попили. И пока мы все это делали, потихонечку в Анапе началось распогаживаться. Появилось даже солнце, перестал моросить дождь, и я надеюсь, что все-таки вечером нам удастся заснять вам те 2 локации, в которые мы не смогли попасть. Чтобы вы понимали, счет в данном заведении у нас вышел в 1550 рублей за все блюда, которые мы заказывали, и напитки, то есть это все вместе. Плюс 200 рублей мы заплатили за вход. Что я могу сказать? Моя оценка. Я бы поставила примерно 7 из 10. Там было не вау как вкусно, но и неплохо. Знаете, прийти туда пообедать, позавтракать, пока вход стоит 100 рублей в будние дни до 4 часов, однозначно стоит. Вот, допустим, мне больше всего понравилась рыба. Прям была очень вкусная и нежная. Ты что скажешь? Ну, я не скажу, да, что прям вау, но соотношение цена-качество, в принципе, нормальное. Перекусить бюджетно, неплохо. Главное, чтобы нам завтра не стало плохо. Да, это да. И следующее место, в которое мы пришли, это, конечно же, пляж Анапы, набережная. Здесь вот, кстати, я тут 300 лет не была, здесь вот такие вот фудкортики уже более-менее современные начали открываться. Куча тут кафешек, там вот дальше аквапарк можете увидеть, вон там. Пойдем. Да, и вот, собственно, пляж, песок, море. Прогуляемся, покажем вам. Я думаю, все люди, которые бывают в Анапе, обязательно гуляют на набережной, так что это такой must-have. Вон там качели есть, кстати, над водой. Пойдем. Пришли мы на локацию, где надпись «Море в море» находится. Здесь такой оборудованный пляжик с каким-то экранчиком, где показано еще благо, куда мы поедем, кстати, показать вам более подробно. И вот такой чил-зона, так скажем. Это центральный пляж города Анапы. На нем мы вам особо не рекомендуем купаться, потому что центральный городской пляж. Этим все сказано, канализация, возможно, выходит все сюда. Поэтому мы поедем в Влагу и покажем, где лучше всего купаться. Да? Да, тут лучше не купаться. Кстати, вода, на удивление, я думала, она будет холоднее. Нормальная вода уже. Так что в мае уже можно купаться. Ну тут красиво, посмотрите, вообще такой песчаный пляж. Локация моря, я думаю, вы в инстаграме уже у всех видели вот эту фотку. Вот такой вот тут прям аквапарк сразу же, выходя с пляжа. Такая небольшая современная набережная. Раньше вот этих вот магазинчиков не было, но я думаю, их уже давно, да, построили? Просто мы здесь давно не были. Я думаю, им уже много лет. Ну, в принципе, сувенирные палатки всякие, вот эти, пляжная одежда. Мы уже дошли до конца центрального пляжа Анапы. Здесь, кстати, вот напротив прям есть парк. Такой детский. Вот. Еще хотела рассказать, что немного про Анапу. Допустим, по жилью, что вам стоит лучше делать. Я не знаю, здесь, если вы собираетесь ехать в Анапу, здесь цены в сезон очень высокие. Допустим, если брать какой-нибудь прям хороший новый отель, допустим, all-inclusive, вот это все включено с бассейнами и так далее, такие отели будут стоить прям заоблачных денег по 20-30 тысяч рублей в сутки. В пиковый сезон там вообще доходит до 40 тысяч в сутки. Это если брать какие-то новые сети отелей распространенные. Если мы берем что-нибудь попроще, обычные номера в отелях около 5-6 тысяч за сутки. Я считаю, что это тоже достаточно дорого для Анапы, но это уже такой максимально распиаренный курорт. А если снимать какие-то частные сектора, допустим, в гостевых домах, то можно, в принципе, урвать что-нибудь за 2500-3 тысячи рублей в сутки. Но это будут такие уже себе апартаменты. Допустим, зимой здесь можно все намного дешевле снять. Понятно, что в сезон цены растут, и цены на жилье очень высокие здесь. Еще хотелось, конечно, сказать про отдых в Анапе. Я думаю, и так все знают, но немножечко рассказать, что в основном в Анапе очень много санаториев, оздоровительных центров. Таких вот сюда люди приезжают. Немного уже анапский отдых называют таким старческим, не знаю, для стариков.
Вот, но на самом деле Анапа развивается, и также в Анапе очень много отелей по типу маленькая Турция, вот этих all-inclusive, все включено. И вот как бы отдых в Анапе из себя это и представляет. Таких вот отелей и санаториев. Я знаю, что такое только в Анапе есть, что в отеле все включено. Больше в России нигде нет такого. Я, кстати, не знала. Короче, Анапа славится еще помимо того, что все включено отелями и санаториями, оно еще славится детскими лагерями. И я в своем детстве съездил в 2 лагеря, так скажем, 2 ходки сходил. Следующая локация, до которой мы наконец-таки добрались, пройдя по набережной и просто вдоль практически всей Анапы, это популярнейший старинный анапский маяк. Он находится вот так вот на, грубо говоря, скале, обрыве, и дальше Черное море. Шли мы сюда с центрального пляжа, наверное, минут 20. Кстати, по пути, что примечательно, был бесплатный туалет. Ну, конечно, чистота оставляет желать лучшего, но, тем не менее, он хотя бы есть, и это прикольно. Вот, в целом, прикольная локация. Здесь даже можно фоточки какие-то прикольные сделать. А мне нравится вон там. Видите, какой там берег, какая вода там, и скалистый берег, и горы. Вообще очень круто выглядит прям. В целом, вот мы подготавливаем а-ля серию выпусков про Черноморское побережье, Краснодарский край, да, потому что мы тут живем, про нашу малую родину, так скажем. И когда мы готовили выпуск про Анапу, думали, куда поехать, мы вообще не знали локации, куда можно поехать. И Даша в Инстаграме спросила у своих знакомых, ну, выставила историю, типа, подскажите, куда сходить. Плюс выпуски некоторые посмотрели блогеров. Поэтому многие локации, на которые мы приезжаем, практически все локации, которые приезжаем, кроме Кипарисового озера и вот Благовещенский, мы здесь ни разу не были. Ну, я, по крайней мере. Ну, я была, но очень давно, потому что в Анапе мы, в принципе, бываем не часто, очень редко, и в основном проездом. Мы вышли на какую-то площадь, и тут куча-куча гулек вот таких. И просто вот на секунду сейчас послушайте, какой стоит звон. Вы тоже это слышите? У них аж эхо. Сейчас насрет на тебя. Блин. Бесплатный аттракцион. Дайте кормить с рук животных, а тут он, или птицы, тут убьет. Мы приехали обратно на Ласточкино гнездо. Но, когда мы приехали, это как будто был знак, да, какой-то сюда не приезжать. Потому что первый раз мы приехали, здесь было все в тумане, ничего не видно, просто моросил дождь. Второй раз мы сюда приехали, вернулись из Анапы, и у нас села GoPro, выключилась, и опять пошел туман. Вот, смотрите, мы только что поднялись, и я вам хотела снять гору, и опять не успела, потому что опять попало облако. Проехать достаточно просто, в принципе, дорога нормальная, между частного сектора просто проезжаете, но самое неприятное, это нужно идти через кладбище. Получается, наша машина припаркована где-то вот здесь, и мы в гору поднимались вдоль кладбища. Здесь открывается вид на город, получается, там на Анапу. И это сами вот гнезда. Если еще чуть-чуть выше подняться, здесь уже получается сама смотровая площадка. На самом деле здесь красиво. Так это. Подводим итог. Ласточкино гнездо. Хорошая смотровая площадка с видом на море, с видом на город, на горы. И вот такая вот локация. В принципе, здесь можно сделать много красивых фотографий. Так что проехаться стоит. Если от Суко или от Анапы, неважно, с какой стороны ехать, минут 20, да? Да. То есть это недалеко. Следующая локация, на которую мы приехали, ну как приехали, минут 10, может, мы ехали, она называется 800 ступеней, вот, но мы прям к ним подъехать не смогли, потому что там частная территория, в принципе, здесь точно такой же вид. Мы
Мы до них не дошли, вот там вот где-то начинается, и вот идут эти ступени, вот там люди поднимаются. Мы парканулись, получается, на Лысой горе, и сейчас подойдем к ступеням. Я думаю, что спускаться к морю мы не будем, 800 ступеней туда, 800 обратно. Вот, но, в принципе, это крутая локация. Если вы здесь будете, я думаю, стоит вам прогуляться, спуститься, потому что здесь очень красивый берег и вот такая вот вода. Ну, я считаю, классный цвет. Я думаю, там и купаться можно, и пофоткаться можно. И еще, кстати, для тех, кто не любит песчаные пляжи, по этим 800 ступеням вы спуститесь, и там будет каменный пляж. Хотя зачем ехать в Анапу и не любить песчаные пляжи? Но вдруг так получилось, то вот здесь каменный пляж, и вы сможете покупаться спокойно. У вас не будет песок в трусах, в глазах и нигде. Просто на камушках полежите, позагорайте, покупаетесь. Собственно, вот эти первые ступенечки, и оно все идет. Я думаю, кстати, оно по прямой идет, но оно вот извилистое, и вот там в самом конце конечная точка, так скажем. А также, если вы вообще спросите, чем еще заняться в Анапе, кроме набережных, смотровых площадок и виноделий. На самом деле в Анапе помимо аквапарков есть еще парк развлечений, он называется Джуманджи. Есть каток крытый, круглогодичный, его вот открыли в том году, да, по-моему, то есть он вообще новый, вы можете тоже пойти покататься. Ну и, конечно же, куда же без анапских дельфинарий, особенно если вы с детьми, то самое то. На самом деле я была в анапских, по-моему, дельфинариях, ну и вообще в Краснодарском крае очень много, да, дельфинариев, и в Туапсе везде есть дельфинарии. Такое себе шоу старперческое. Мы приехали в Благу, в пятерочку, и тут такие треки играют. Смотрите, какая красота! Это все маковые поля, их очень много, и они прям очень длинные в обе стороны. А сейчас мы приехали в наше любимое место Анапы. Вот сюда мы приезжаем каждый год. Это находится чуть дальше Анапы, называется поселок Благовещенский. Буквально минут 20, да, наверное, езды от Анапы. И сюда мы приезжаем каждый год, примерно в конце августа, в начале сентября с палатками. Чтобы добраться до этого места, вы просто в этом поселке Благовещенский доезжаете практически до конца, там по дороге, она здесь одна. Практически до конца едете по прямой дороге, здесь куча поворотов есть, можете, в принципе, в любой сворачивать, и где вам больше понравится, останавливаться. Итак, мы спустились здесь вот немножечко, там в основном паркуют машины, и вообще летом и тут паркуют машины, и тут уже и палатки ставят. Летом здесь на самом деле достаточно много людей. Почти конец пляжа, где мы останавливаемся, там есть платные остановки, то есть прям кемпинги для палаток. Вот, собственно, этот пляж. Прям тут, прям перед морем мы ставим палатку и ночуем тут. Также жарим здесь сосиски. Делаем выемку в песке в виде костра. Жарим картошку, сосиски, хлебушек. На самом деле, если вы хотите купаться в Анапе, на центральном пляже, понятно, что там очень много людей, и летом в сезон пляж забит отдыхающими туристами, но там купаться я никогда не купалась там и не буду, потому что все прекрасно знают, что туда сливается просто канализация, мне кажется, всей Анапы. Мы купаемся, приезжаем в Анапу только в Благовещенку и только уходим в конец пляжа. Здесь летом очень чистая, хорошая вода, всегда прозрачная, и сюда ничего не сливается, и очень хороший здесь песок. Ну, я думаю, многие из вас знают, что в Анапе такое море, что чем глубже ты заходишь, тем меньше потом становится. То есть ты сначала зашел, тебе там по пояс, по шею, дальше ты еще чуть-чуть прошел, а там уже насыпанный песок, ну как намытый, вымытый песок, плескается вода.
И, соответственно, опять становится тебе по колено. И так ты можешь далеко-далеко уйти вглубь. А еще прям тут, прям перед берегом, летом плавают дельфины. Ну, просто мы сюда только летом ездим. Может, и сейчас они плавают, конечно. Рано утром, днем, вечером здесь всегда дельфины. Я даже найду где-то видео с того года или с позапрошлого года и прикрепим вам сюда, потому что это нереально. Ты такой просыпаешься, а у тебя дельфины плавают вот здесь. Вот это место мое любимое в Анапе. Мимо людей просто. Такой шикарный закат в Благовещенке. И так почти каждый день летом, когда хорошая погода. Да даже когда плохая, когда тучи, очень красивый закат здесь. Вроде как, когда мы были в Москве, посещали выставку «Россия», там мы увидели проект о том, что в Благовещенке здесь будут делать а-ля местный Дубай, построят остров, отсыпят остров, на нем будет куча гостиниц, люксовых, супер крутых, all-inclusive, все дела. И там вообще, по-моему, да, и дома будут, и школы. Да, не дома и школы, там, по-моему, одна береговая линия, типа тоже будет а-ля Пальма, как в Дубае. Вот, и с одной стороны будут 4-звездочные отели, а с другой стороны 5-звездочные отели. Пойти, и там будет просто куча развлекалок. Будет куча развлечений, бары, кафе, вот эти рестораны, возможно, даже аквапарк там, по-моему, был, и там какой-то просто, нереальный проект. Ну, посмотрим, сделают они или нет этот насыпной остров, и если да, то, думаю, в принципе, это будет круто. Главное, чтобы его не затопило с этими всеми 5-звездочными и 4-звездочными отелями. Блин, дорога, оказывается, мы реально не знали, что здесь маковые поля, потому что летом мак уже не цветет. И с двух сторон здесь вот такая красота. Ну и, конечно же, в завершении нашей поездки в Анапу мы приехали поужинать, показать вам еще одно заведение. Мы тоже в нем впервые. Нам посоветовали его знакомые, причем не один знакомый. И мы подумали, значит, нужно его посетить и как раз попробовать самим и рассказать о нем вам, если вдруг нам понравится. Называется оно «Фабрика». Здесь точно так же действует система входа платного. Также до 4 вечера 100 рублей, после 4 вечера 300 рублей. Получается уже только 9 вечера мы пришли. Соответственно, вход уже стоит 300 рублей. Конечно, приятнее за стол, но ничего страшного. И цены как бы тоже а-ля по себестоимости, но с небольшой накруткой, можно так сказать. Нам уже принесли первые блюда. Конечно же, мы еще раз заказали салат с хрустящими баклажанами, но здесь он выглядит вообще по-другому. Даня говорит, более аппетитно и пахнет вкуснее. Да. Еще мы заказали вот такой паштет, и нам принесли целую чиабатту, батон. Паштет, столько нет, сколько хлеба. И лимонад. Ну и, конечно же, горячее, поэтому будем пробовать и расскажем. На горячее я себе заказал куриное филе с тим-тимом и грибным соусом, а Дарья заказала фетучини с морепродуктами. Короче, салат с баклажанами мне понравился, вкуснее, чем было в предыдущем заведении намного. Там есть баклажаны. Прям четко, соус классный. По поводу паштета тоже в целом прикольный, и хлеб поводу сами пекут тоже вкусный. Он хрустящий, горячий и вкусный. Ну, лимонад на сиропах, обычный лимонад. Все, в общем, мы покушали, у нас счет вышел на 2200, это уже вместе с входом по 300 рублей с человека. Получается, в итоге еда вышла где-то 1700, 1600, вот, все остальное это было за вход. Честно, мне второе вообще не понравилось. Я взяла там что-то пасту с морепродуктами, там было 2 креветки, 4 кусочка вот таких вот маленьких лосося, такое. То есть горячие блюда мне больше понравились в том заведении, которое называется «Касса», а здесь мне больше понравились закуски. Паштет и салат из баклажанов были очень вкусные. Вот, но я бы не рекомендовала. Мне кажется, в «Кассе» покушать можно вкуснее, чем здесь. Мы завершаем наш выпуск из Анапы.
и возвращаемся домой в Новороссийск, Абрау-Дюрсо. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии. И до новых встреч!